Приветствую вас, дорогие друзья. Это очередной обзор рынка, который мне хотелось бы начать с освещения ситуации с турецкой лирой. Лира у нас обновила свои исторические минимумы. Затрону я этот инструмент в контексте влияния возможного на валютную пару доллар-рубль, потому что в целом Турция, как и Россия, относится к развивающимся рынкам. Мы знаем то, что есть некая косвенная такая корреляция, непрямая, конечно же, да, между валютами развивающихся стран. И в этом контексте мы посмотрим, имеет ли текущее падение лиры и обновление исторических минимумов некое возможное последствие по валютной паре доллар-рубль. И, в общем-то, конечно же, затронем валютный рынок в целом, потом уже пойдем на фондовый. По турецкой лире мы видим то, что сегодня, вот опять же открою дневной таймфрейм, сегодня у нас турецкая лира обновила исторический минимум, сходила на 8,6143 по отношению к доллару США. Происходит все это по нескольким причинам. Причины основные, вот именно сейчас основная причина – это погашение долга. В июне предстоит Турции погасить срок по займам, соответственно, внешний долг, и в связи с этим у нас, в общем-то, ускоряется падение турецкой лиры по отношению к доллару. Кроме того, есть еще один немаловажный фактор, это, конечно же, политика Эрдогана. В общем-то, глава Турции отправил 3 глав Центробанка в отставку по причине того, что они проповедовали политику повышения процентных ставок. Но опять же, процентные ставки повышаются обычно для того, чтобы погасить инфляцию и стабилизировать ситуацию на валютном рынке. Это, в общем-то, наверное, нормальная ситуация. Однако почему-то, по какой-то причине Эрдоган не дает это делать и не дает Центральному банку Турции реагировать на повышение курса доллара по отношению к турецкой лире таким образом, потому что действительно, конечно же, это бездействие получается Центрального банка, потому что они не могут делать то, что делать должны, по причине того, что просто уволят нового главу Центробанка. Это влияет и на инфляцию, которая разгоняется в Турции, это влияет и на турецкую лиру. Поэтому именно в данном контексте, опять же, да, в данном контексте я не вижу здесь какой-либо корреляции с российским рублем, потому что российский центральный банк повышает процентную ставку, мы уже перешли к плавному повышению процентной ставки, и, в общем-то, Набиуллина дала нам понять всем, что этот цикл повышения процентной ставки может быть продолжен в этом году, поэтому именно с этой точки зрения, в принципе, здесь нет никакой корреляции по отношению к российскому рублю. Это очень важный момент, потому что наверняка вы уже в своей ленте видели о том, что лира у нас валится и обновляет исторические минимумы. И очень важно было сказать, действительно, вот именно с моей точки зрения, здесь никакой связи с российским рублем именно в данном контексте нет. Связь, она может быть только в контексте общего какого-то кризиса на развивающихся рынках, потому что тогда у нас снижается, в общем-то, в основном валюты сразу всех развивающихся рынков, большинства, по крайней мере. А сейчас мы видим, что российский рубль вот сегодня, по крайней мере, на 22 копейки укрепляется по отношению к доллару на момент записи этого видеоролика. И в целом мы приближаемся вновь обратно к уровню ближайшей поддержки по этому инструменту. Это 73.16. Ключевой уровень по-прежнему остается 72.74. Поэтому по турецкой лире можете, наверное, не волноваться. Специально я хотел бы об этом сказать, чтобы, наверное, пресечь различные спекуляции по этому вопросу. А что касается российского рубля, то здесь в целом пока все достаточно стабильно. Мы идем в рамках нисходящего канала. Волатильность довольно низкая, но в целом пока потихоньку, понемножку укрепляется российский рубль. А что касается индикаторов, то индикаторы у нас уходят в большую и большую перепроданность, можно так сказать. Конечно, мы до этой зоны еще не дошли, однако это, в принципе, все хорошо. Это делает доллар более привлекательным для покупки в среднесрочной, долгосрочной перспективе. Поэтому таким ценам и снижению курса доллара по отношению к рублю нужно только радоваться, на мой взгляд, потому что есть очень хорошая возможность все это дело
подбирать в среднесрочную и долгосрочную перспективу. Что касается валюты самого доллара, да, по отношению к другим мировым валютам, то сегодня у нас был некий такой вот отскок, быки пытались у нас разогнать индекс доллара, однако сейчас вот по открытию рынка США и вот на момент записи этого видеоролика мы вновь обратно пришли к уровню 90 пунктов, и по сути говоря ведется проторговка этого уровня без каких-либо существенных успехов медведей и быков. Нужно подождать, посмотреть, чем закончится эта борьба. Скоро уже закроется месяц, в общем-то у нас один торговый день, по-моему, 31 число выпадает на понедельник, если я не ошибаюсь, да? Нужно посмотреть. Да, 31 число выпадает на понедельник, поэтому итоги торгового месяца, наверное, нужно будет подводить уже на следующей торговой неделе. Что касается евро-доллара, то по этому инструменту также динамика в целом нулевая, восходящий тренд продолжается, такая же ситуация была, шпили вниз, однако уровень поддержки в принципе пока устоял 1.2178. Что касается биткоина, то по этому инструменту тоже довольно интересный момент, потому что биткоин все-таки, несмотря на пока, по крайней мере, несмотря на лонговые сигналы, которые были образованы у нас по всем индикаторам, которые представлены перед вами, это MACD, гистограмма, это RSI, стохастический осциллятор, по этим инструментам у нас были образованы четкие бычьи конвергенции. Однако биткоин не смог пробить, в общем-то, последнюю стадию, чтобы начать отработку полностью этих бычьих конвергенций. Он не смог пробить уровень 40,5 тысяч долларов. Об этом уровне я тоже говорил, то, что он крайне важен в плане возможного разворота. Однако пока ничего этого не происходит, и в целом биткоин пока остается в рамках нисходящего движения. Теперь по рынку фондовому. Ну, давайте еще вот по российскому долговому рынку тоже нужно дать вам статистику довольно интересную. Долговой рынок России, индекс Московской биржи гособлигаций перед вами, он, в общем-то, пока стагнирует, да, у нас ничего не происходит, падение как будто бы прекратилось, но доля нерезидентов в ОФЗ продолжает у нас сокращаться, к сожалению. Она сокращается на фоне оттока капитала, в том числе она сокращается на фоне размытия процента нерезидентов, потому что сейчас на аукционах выкупается все, в общем-то, нашими основными госбанками. Поэтому именно с этих двух точек зрения у нас сокращается процент нерезидентов, который на 1,4% пункта у нас упал, я так понимаю, за апрель месяц. Сейчас 19,5% нерезидентов в наших ОФЗ, это из материалов Банка России. Ну и кроме того, номинально также вложения нерезидентов сократились до 2,881 триллиона рублей с 3,019 триллионов рублей на 1 апреля, то есть за месяц буквально, да, и по сути нерезиденты пока не доверяют нашему рынку, видимо, опасаясь некоторого санкционного давления Запада на наши ОФЗ, в том числе возможный запрет на, в принципе, инвестирование в российский долговой рынок, который тоже в целом чисто гипотетически возможен. Да, ну и теперь давайте уже на фондовые рынки перейдем, посмотрим на общую динамику сегодня, что у нас сегодня интересного тут есть. Но опять же, по фондовому рынку существенных каких-то интересных движений нет, за исключением вот Японии, мы видим более 2% она выросла. Давайте посмотрим за японской биржей и откроем индекс, где уж он у нас тут был. Вот он. Это индекс Японии, который, в общем-то, продолжает рост. Уровень поддержки 27590 нас удержал. Сейчас потенциально мы идем на попытку перехая 29600 по этому инструменту. И в целом Япония у нас, конечно, по японскому рынку, особенно с учетом данных по ВВП, меня очень смущает то, что фондовый рынок пока все-таки выкупают и он растет. Это очень действительно напрягающая ситуация, как и по немцам. То же самое, там по немцам тоже были плохие данные по ВВП, отрицательные, и я вам об этом тоже предоставлял эти данные, говорил об этом. А теперь по другим рынкам, по Российской Федерации мы
открою дневной таймфрейм, обновили исторический хай сегодня, но потом пошел некий небольшой залив. В целом также мы уже довольно близко к зоне перекупленности на дневном таймфрейме, на недельном таймфрейме, а на месячном мы уже находимся там и усиливаем эту перекупленность. Уже достигли мы 75 почти пунктов по RSI на месячном таймфрейме, что долгосрочно дает основание полагать, ну, по крайней мере, не сейчас еще, если мы еще вырастем побольше, желательно достичь все-таки уровня 3800 хотя бы, чтобы затестить верхнюю грань вот этого канала, тогда, может быть, у нас действительно оттуда пойдет существенная коррекция, может быть, даже к нижней грани этого канала, что такое может быть у нас в целом. А по США также продолжается рост и продолжается усиление перекупленности. Сегодня рост небольшой, но здесь пока по Америке у нас вновь будет попытка ретестнуть и пробить уровень исторического максимума. В принципе, ничего не изменилось. По немецкому DAX такая же ситуация. Тестим уровень исторического максимума 15568. По Китаю немножко притормозили рост, но поддержка 3581 нас удержала по индексу Шанхай Композит. Теперь переходим на рынок сырья, на нефть в первую очередь. По нефти довольно интересно сегодня было. Я дождался наконец-таки теста уровня верхней грани бокового движения, вот этого вот боковика, который у нас идет с февраля 2021 года. Ну и в итоге затестили мы его и вновь не пробили, как мы видим, по крайней мере на момент записи этого видеоролика. А следующие пару торговых дней будут довольно-таки интересными. Если мы опять начнем тут ложные пробои делать и не пробьем потенциально, вновь нас могут отбить вниз. И кроме того, по нефти марки Brent копятся все-таки шортовые сигналы. Друзья, не стоит об этом забывать. И среднесрочно ситуация примерно такая же на самом деле. И все это дело может закончиться просто падением нефти. Именно с технической точки зрения. Хотя бы до линии тренда куда-нибудь на уровень $60, $59 за баррель. Что касается марки Brent, такая у меня, в общем-то, мысль. Ну, по металлам сегодня динамика, в принципе, как мы видим, по золоту, серебру и меди довольно неинтересная, ничего особо не происходит, волатильность низкая, все поддержки остаются теми же, нужно их озвучить. По золоту это уровень 1876 долларов за унцию, по серебру это уровень линии тренда, в принципе, поддержка здесь находится примерно 27 825, по меди это поддержка уровня 46480. Пока все поддержки активные, собственно, пока по этим инструментам действительно довольно низкая волатильность в последний торговый день. А также под конец этого видеоролика немножко про мою любимую акцию, это Virgin Galactic, которая сегодня также выстреливала. Вот такой вот шпиль показывает она. На самом деле это довольно интересный момент, у нас довольно большие незакрытые гэпы по этому инструменту остались, как мы видим. Последний гэп на уровне 25-20 примерно по Virgin Galactic, поэтому рост тут прям очень существенный был, да, хорошие новости, действительно, которые у нас подоспели по испытательному полету, который увенчался успехом, ну и действительно компания прям хорошенько так взлетела, и мы уже по дневному таймфрейму нырнули в перекупленность, поэтому уже здесь подбирать компанию, наверное, довольно-таки опрометчиво. Все-таки, хотя именно продолжение роста я абсолютно не исключаю, даже несмотря на тот факт, что коррекция, конечно же, назрела. Галактик вот от уровня, где я примерно покупал, кстати говоря, от этого уровня взлетала уже на 144% в моменте за буквально вот с 11 мая, да, то есть за пару торговых недель. Так что действительно это просто очень хороший рост. Очень хороший рост, который теоретически, но именно с точки зрения техники, потому что рынок не растет линейно прямо, рынок растет через какие-либо откаты. Технически здесь уже откат назревает потихонечку с учетом накопления в зоне перекупленности. На этом, в принципе, все. Такие были новости на сегодня. Такая ситуация на рынках. Всем спасибо за внимание. Пока. Удачных вам инвестиций.